делаем обзоры, выставляем какие-то данные для того, чтобы открылась сделка, и ожидаем результатов. На следующий день обсуждаем все это. Наш опыт, наше мнение, наши друг с другом обсуждения, не финансовая рекомендация, но желание познакомить вас с теми методами, способами и тем анализом, который мы проводим, и теми инструментами, которые мы используем при этом анализе. Ну, слово тебе, как наши сделки. Да, хочется еще раз отметить, что не финансовая рекомендация, все, что мы показываем, наш эксперимент, и то, что можно уделять немного времени трейдингу, хотя до этого желательно пройти хорошее обучение. Вчера мы выставили вот эту вот ставочку, то есть наша теория была, что цена пойдет вниз, но, к сожалению, нас выбило по стопу, мы сгенерировали небольшой убыток. Потом, после того, как нас выбило по стопу, я созвонился с нашим дорогим роботом, мы еще раз проанализировали ситуацию, посмотрели, что цена все-таки может пойти вниз, выставили еще разок стоп-лосс, и нас опять выбило по стоп-лоссу. Сейчас цена находится в ценовой отметке 14.63. Ну и мой, конечно, прогноз, я бы все-таки сегодня посмотрел в сторону лонга, потому что прорисовал тут следующий недельный уровень, который может быть. Ну и вообще мы находимся в таком в лонговом канале, который тянется, вот это недельный прорисован. И возможно, что после того, как мы пройдем вот это сопротивление часовое, да, устремимся к этой отметке. Что скажешь, будем ли выставлять условный ордер или будем наблюдать? Лучше, конечно, ставить сигналы, да, на TradingView, на пересечение с какой-то линией, либо достижение какой-то цены, что, в принципе, может быть одно и то же. И тогда уже после сработки этого оповещения наблюдать, что происходит на рынке, как активно пробило, в каком состоянии объемы, да, какой объем торговли, где находится тот же RSI, хотя вчера мы с тобой, как ты говоришь, созванивались, и RSI нам показывал, что направление шортовое, и вроде как все правильно, но рынок пер вверх, и, в общем-то, ну, исходя из этого, мы пробили все, что можно было пробить, а задача, похоже, была уже собрать все стопы шортистов, которые были, потому что не было даже особой реакции на 91,5 по биткоину, да, и мы сразу доскакали там, если не ошибаюсь, до 95, где мы видели второе сопротивление с тобой, обсуждая биткоин. Вот, поэтому при 60 доминации, естественно, все сильные альты полетели вслед за биткоином, и получилось то, что получилось. Это говорит о том, что не то, что наш был анализ совсем неправильный, да, а то, что эти данные, да, в другой момент времени были бы верными. Но в этот период, когда рынок развернулся, и ну, мы же ставили с тобой на уровень, да, то есть тот уровень, который у нас был разворотным. И разворотные уровни, как я вчера говорил, они либо пробиваются, либо же от них отталкиваются. В данном случае мы его пробили. Но тренд был у нас условно нисходящий, да, который мы сломали, и сейчас ты вправе поставить лонговую позицию, и я бы сказал, вообще с точки зрения теханализа, возможно, ты прав, но с точки зрения того, как активно идет рынок, возможно, что мы все-таки от 95 оттолкнемся ниже. Да, если ты помнишь нашу биткоиновую вчера прорисовку, там как раз-таки был такой момент. Но мы несколько раз были выбиты по стопу в шорт. Давай посмотрим, что у нас произойдет с лонгом. Я бы посмотрел, как это сказать, понаблюдал за ценой в моменте, а потом принимал решение. Потому что логично будет сейчас немножко остудиться и все-таки вернуться к той линии, в которой мы хотели, да, войти в шорт. Да, и, возможно, на нее будет реакция, наоборот, теперь уже вверх, то есть подтверждение выхода из шортовой позиции. Поэтому ты можешь поставить отложенный ордер, да, но в то же время я тебе скажу, что да, ты поступаешь правильно, но это будет более логично, да, если поставить оповещение. Знаешь, мое отношение к торговле одной монеты постоянно, с одной стороны, ты начинаешь ее понимать, но мы ее пока не поняли, да, то и ситуаций таких явных, открытых для торговли нету.
ну, я бы, может быть, понаблюдал просто за рынком, пока он разродится, на самом деле, куда он собрался. Мы заходим на биржу Bybit, вот она. Да, вы видите у себя на экранах. Затем надо выбрать нам монету, на которой мы работаем. Заходим в маржинальную торговлю, видим, что у нас за плечо выставлено. Идем, выставляем цену 13.70. Условный, мы говорили про условный. 13.70, 13.70. Стоимость у нас 10. Выставляем в лонг. Можем сразу установить take profit, stop loss. Take profit у нас был 14.49. 14.49. При стоп-лоссе у нас было 13.43. 13.43. И теперь нажимаем подтвердить лонг. Позиция подтверждаем еще раз. И видим, как позиция попала в открытые ордера. Опять же, можно поменять в любой момент take profit, stop loss или поменять цену ордера, да, если вам необходимо, если вы видите, ситуация разворачивается. Или торговать нужно понятную историю, и, ну, в том числе оно и мое, либо надо торговать по факту, ты садишься и торгуешь, смены, продолжения и так далее, понятные фигуры, которые появляются у тебя на экране в моменте, либо ты рисуешь сетап среднесрочный, да, ставишь оповещение, смотришь, пришло ли все ли по твоему плану, и всегда должно быть два плана. Один по-твоему, и второй, что делать, если не по-твоему. Когда ты тебя выбило по стопу, вот тогда и нужно применять второй сценарий, да, по стопу вышел, и ты понимаешь, если есть это ложный выход или есть подтверждение, что это правильный выход, ну, то тогда и заходить в обратном направлении уже, да, и желательно, чтобы, ну, посмотреть, как это будет для покрытия тех убытков, да, я не говорю, что отыграться, но если, допустим, мы входили и потеряли, к примеру, 1% от депозита, то мы входим и смотрим, чтобы наша цель была, ну, как минимум 3%, да, чтобы мы вернули свой 1 и еще смогли заработать 2. Вот такие правила позволят торговать, в принципе, всегда в плюс, да, потому что если даже будут 50 на 50 успешные и неуспешные сделки, то рост депозита будет продолжаться. И мы это можем увидеть на примере, да, торгуя по риск прибыли 1 к 2 либо 1 к 3 в идеале, получать, ну, компенсацию за свои стоп-лоссы, которые мы, как показал нам замечательный инопланетянин, выставляем, и получать take profit в 3 раза больше, покрывая убытки и получая еще прибыль при этом. Встречаемся завтра, анализируем, что у нас получилось, и сделаешь обзор по биткоину, а также монетам, которые сможешь посмотреть или проанализировать. Да, хорошо. Спасибо за сегодняшний эфир. Всем хорошего дня. До новых встреч, друзья.